агрессор теряет свою власть, для него это самая больная точка. Он должен применять еще больше насилия, чтобы эту власть восстановить. Ты сейчас рассказываешь историю взаимоотношений Путина и Украины или историю каких-то взаимоотношений в семье? Ты видишь параллель? Я вижу копипаст. Ну вот этот копипаст видят все, кто занимаются с историей домашнего насилия, вообще насилием в отношении женщин. Это же вообще не про секс, это же вообще не про желание. Это про власть, контроль и насилие. Насилие в семье, насилие в обществе, насилие в государстве. Все большие войны сопровождались массовыми изнасилованиями. Это именно вот орудие ведения войны. И это преступление против человечества. А если это еще и по национальному признаку совершено, то это геноцид. Как ты можешь защищать кого-то, если суды работают по своему усмотрению, а не по закону? Они не верят в право, они не хотят использовать право, но я себе такого позволить не могу. Значит, я буду говорить о праве. Как бы глупо я там не смотрелась, я буду защищать, используя все законные методы и способы. Это моя работа. Смотришь, знаешь, такой надежды, мир, прогресс, права человека, как будто они сейчас воцарятся. Ну, во-первых, ты смотри, что висит прямо на центральном здании на улице, и слава богу, пока висит. Сегодня для России это уже прогресс. Мне кажется, прекрасное место встретиться сегодня, сейчас, возле сквера того самого человека, да, который стал лауреатом Нобелевской премии мира. Наверное, нам нужно начать с того, чтобы выбрать цвет. Выбирай. А какие варианты? Любые. Да, фиолетовый. Давай фиолетовый. Хорошо. Оп. Видишь, фиолетовый. Фиолетовый. Как ты? Да, вопрос, который сложно ответить. Мы, наверное, все немножко в замороженном состоянии. Замороженность в чем проявляется? Первые недели ты просто не понимаешь, там, что тебе делать дальше. Да, потом ты просто начинаешь делать то, что ты делаешь. То, что у тебя лучше всего получается, то, что ты умеешь. Ну, вот как вагонетку пустили по рельсам, и ты это делаешь. У нас в центре есть наш любимый мем «This is fine». Знаешь, этот мем, где собачка сидит за столом с кружкой, а вокруг все горит в кафе. Вот это наш любимый мем. У нас оно и раньше, правда, такое было ощущение, когда там, знаешь, там 1000 обращений в год, и ты такой «This is fine». И вокруг все горит. Вот сейчас это прям вот уже прям горит совсем. А у тебя были моральные какие-то мучения, связанные с тем, что вот в момент, когда идет война, да, и там совершенно очевидно гибнут люди, то какие-то другие все дела становятся как будто бы не такими важными? Нет, не было. Потому что история насилия, она одинаковая везде. Насилие в семье, насилие в обществе, насилие в государстве. Вот эта иерархия пирамид, то есть суть, смысл и система насилия просто в разных масштабах воспроизводятся. Когда мы перестанем это делать по отношению к своим близким, мы не сможем этого потерпеть в обществе, и мы не допустим, наконец-то, этого в государстве. Ну, я в это верю, по крайней мере. Смотри, как выглядит холодная Москва 2022 года мая. На скамейках спят мужчины, а женщины работают. С тех пор, как ты занимаешься помощью женщинам, которые переживают насилие, что ты узнала о женщинах и о мужчинах в России? Ну, конечно, наверное, о женщинах я узнала больше. Но женщины и мужчины живут совместно на протяжении всей истории человечества. Что видно? Видно неравенство. Его правда видно в статусах, в правах, в том числе в социальном положении, в экономическом положении, гендерная социализация. То термин, который сейчас часто критикуют, но все-таки мы, женщины и мужчины, обществом несколько по-разному воспитываемся, и это откладывает отпечаток, наверное, на всю нашу дальнейшую жизнь. Женщины часто воспитываются в идеях, что они должны подавлять, например, свою агрессию, а у мужчин агрессия культивируется. Знаешь, такой фундамент, который потом дает всякие разные социальные эффекты, начиная от просто там неравного отношения мужчин к женщинам и заканчивая такими темами, как насилие, там, домашнее насилие, сексуализированное насилие и многое другое. Говоря о насилии, вот сейчас, да, там, в это время совершенно невозможно не говорить про то, что произошло в Буче и Ирпене. И понятно, да, что
у нас нет на руках вот сейчас с тобой уголовных дел, по которым могли бы идти, но есть фотосвидетельства, есть показания женщин и так далее. Как взрослый, здоровый человек может совершать то, что было совершено в Буче, Ирпене и вокруг? Вот сколько существует война, например, если ты говоришь об изнасилованиях, да, изнасилование и сексуальное насилие существует в периодах войны ровно столько же. Это же одно из орудий ведения войны. Любое насилие всегда из ряда вон выходящее. Но сами по себе изнасилования, вот смотри, те случаи, которые уже там, ну, скажем так, прошлый век, да, там, Конго, Югославия, Руанда, все большие гражданские войны, войны просто сопровождались массовыми изнасилованиями. Вспомни, женщины утешения. То есть сексуализация такая вот, да, вот такое сексуальное насилие одних агрессоров, да, там, в отношении там, другой стороны, это же про власть. Вообще, что такое сексуальное насилие? Это способ демонстрации, максимальной демонстрации власти своей. Это же вообще не про секс, это же вообще не про желание. Это про власть, контроль и насилие. И когда мы это видим в ситуации военных действий, любых, то есть одна сторона, агрессор, тем самым демонстрирует свою абсолютную власть. Да, там мы убьем ваших мужчин и изнасилуем ваших женщин. Просто с доисторических времен. Женщина, конечно, в этой ситуации там любую субъектность теряет. То есть она, как говорили ранее, трофей, да, но, как мы понимаем, если копнуть глубже, это ведь и способ запугивания местного населения, да? Это способ, ну, скажем так, унижения армии противника, да? Тем мужчин противника мы изнасиловали ваших женщин. Это действительно орудие войны. И в этом весь ужас. Но еще больше ужас для меня то, что об этом заговорили-то не так давно. Ведь раньше, ой, ну подумаешь, там что-то там, ну не убили там, и слава богу, да? А то, что это вот, ну, массовое преступление против человечности, об этом заговорили вот совсем недавно. То есть конец прошлого века. Стали признавать, что это способ ведения войны, что это международное преступление. И это, вот, кстати, благодаря процессам там в Руанде, да, уголовный трибунал, Международный уголовный суд Конго, когда там впервые все-таки, да, там были осуждены люди, в том числе за изнасилование, за вовлечение в принудительную проституцию, за сексуальное рабство, включая детей. И вот тогда увидели, что если вот приходит армия и начинает насиловать там не одну, не две, а тысячами женщин, что это система. Эта система нужна именно для того, чтобы вот унизить этого противника, да, подавить его, ну, скажем так, его волю, напугать местное население, да. То есть это именно вот орудие ведения войны. И это преступление против человечества. А если это еще и по национальному признаку совершено, то это геноцид. То, как громко об этом заговорили в Украине и украинские женщины, тебя удивило? Я очень ждала, что это случится. Ты ждала, что это случится? Я ждала, что они заговорят. Потому что я прекрасно понимаю, что это бы там происходило. И вот для меня самое важное вот сейчас, я очень за этим наблюдаю, потому что каждый насильник желательно бы, чтобы был привлечен к ответственности. Понимаешь, это нужно всем. Нам в том числе, да, и, может быть, даже нам еще важнее, чем всем остальным. Как это возможно, каждого из этих насильников найти? Сложно, всех не найдут, но должны быть найдены те, кто это организовывает. Те, кто дает команду, те, кто отдает приказ. Те, кто закрывает глаза на массовость и системность этих действий. Все эти люди должны понимать, что они тоже несут ответственность. И, ну, это не окей. Да, в современном мире, да, ну, вообще все, что произошло, не окей, да, как бы. Но эти действия, наконец-то, должны, как бы, быть пресечены. Каждое сексуализированное преступление должно быть расследовано. Женщины имеют на это право, понимаешь? Хорошо, а теперь про психологию насильника. Значит, вот человек, который пишет какие-то нежные письма своей жене, звонит ей по телефону, и этот же самый человек ломает запястье девушки, чтобы она не сопротивлялась во время изнасилования. Это все свидетельство из Бучи. Как это возможно, как это сочетается в одном и том же человеке? Он кто на самом деле? Тот, который насилует, или тот, который нежные письма пишет? Слушай, на самом деле, если он насилует, то все. Люди, которые совершают насилие, они, ну, очень хорошо мимикрируют под социум. Это видно, кстати, в ситуациях домашнего насилия, да. То есть он приходит домой, там, я не знаю, и люто избивает свою жену, но при этом на работе он там душа коллектива, там лучший друг, там и так далее. И просто светлый, милый человек, да. Там и не важно, что он переломал ей 5 ребер. Эти люди так умеют, да. Но он насильник, все. То есть неважно, какие милые письма ты пишешь, если ты совершаешь вот это же ситуация насилия, да, вот, чтобы вообще это делать, ну, у нас же есть определенные основные инстинкты. Для нас, для всех, насилие – это не часть человеческой натуры, как бы не хотели про это говорить.
Да? Насилие – это способ получить власть, какие-то другие ресурсы, там, выплеснуть свою эмоциональную какую-то агрессию. Но это ненормально, поэтому мы все как бы сторонимся насилия, да? Поэтому нам неприятно про это слушать, нам неприятно про это читать. Особенно в современном мире, да? То есть, когда мы говорим о людях, которые живут здесь и сегодня, там, в этой цивилизации. Но здесь я пишу прекрасные письма, здесь я творю страшные преступления. В 2008 году редактор журнала Nature Клиффорд Линч первым в медиа использовал термин «big data», рассказывая про взрывной рост объема информации и новые технологии, которые помогут освоить работу с большими данными. В 2022 году Big Data уже не воспринимается как узкоспециальный термин из сферы IT. На технологиях Big Data основаны почти все самые популярные онлайн-сервисы и продукты. Например, и вы сейчас очень удивитесь, глобальный успех Netflix во многом результат грамотной работы с большими данными. Именно аналитика позволила Netflix создать мощный алгоритм на Big Data и построить систему, которая оказалась крайне эффективной для вовлечения аудитории и ее удержания. Всего один показательный пример, как это работает. По итогам исследования в Netflix выяснили, что при выборе контента примерно 82% внимания каждого пользователя фокусируется на картинках. Поэтому каждый подписчик видит свою версию обложки того или иного фильма. Благодаря анализу данных платформа понимает, какие актеры и какие жанры вызывают интерес у конкретного пользователя. И с учетом этого создает персональное изображение, на которое этот пользователь с большей вероятностью кликнет. Профессии, связанные с Big Data, в последнее время стали очень востребованными и актуальными. Одна из таких, например, аналитик данных, которой можно обучиться в онлайн-университете SkyPro от Skyeng. Как известно, Netflix, который создал свой выдающийся алгоритм на основе Big Data, ушел из России. Но потребность в специалистах, которые готовы развивать подобные сервисы, очень высокая. За 10 месяцев обучения на курсе аналитик данных в SkyPro можно освоить новую профессию, а потом устроиться на классную работу, которая не будет привязывать к конкретному месту. Сейчас на HeadHunter уже более 6 тысяч вакансий по этому направлению. Начинающие специалисты получают от 70 тысяч рублей в месяц, а через год работы можно зарабатывать от 100 тысяч. И это далеко не предел. При этом хороших специалистов всегда не хватает. Аналитики требуются и для производств, и для социальных служб, и компании самого разного профиля, где активно развивают работу с данными. А в новых реалиях, когда многие бизнесы вынуждены стремительно перестраиваться, потребность в аналитиках только выросла. Одно из главных преимуществ курса в том, что он составлен с учетом большинства основных требований работодателей к вакансиям начинающих аналитиков, а преподаватели – практикующие эксперты. Они помогут собрать 5 проектов в портфолио для старта, будут сопровождать до трудоустройства и помогут подготовиться к собеседованию. График занятий максимально гибкий. Можно заниматься в дороге, на тренировке и вообще в любом месте, где вам удобно и где есть доступ в интернет. Переходим по ссылке в описании, записываемся на курс «Аналитик данных» и получаем 10% скидку по промокоду Гордеева. Кстати, мой промокод действует не только на этот, но и на все остальные курсы SkyPro до конца июня. По опыту психологи и юристы, которые сейчас работают в Украине, врачи, они смогут опросить потерпевших так, чтобы максимальное количество агрессоров, насильников было опознано и найдено? Это вообще реально? Да. Во-первых, есть инструкции достаточно доступные. А что там в этих инструкциях? Начиная от, как правильно задавать вопросы. Где, как, когда, что произошло. Да? Во-вторых, есть еще один очень острый момент. Сейчас там ведет расследование Международный уголовный суд. Так вот, нежелательно опрашивать кого-то о деталях преступления до того, как это сделает следователь. Уголовного суда международного. Да. Или лицо, уполномоченное им. Это такое жесткое правило Международного уголовного суда. Мы, кстати, сами не ожидали, что оно есть. Потому что мы всегда, когда к нам попадают, мы всегда обычно первое опрашиваем. Я делаю протокол опроса адвокату, где я аккуратненько, степ-бай-степ выясняю обстоятельства.
А вот этого как раз делать нельзя, если потенциально это потерпевший для Международного уголовного суда. А почему нельзя? А таковы правила уголовного правосудия. Опрос должен происходить именно следователем. И если, например, возникнет ситуация, когда опрос правозащитной организации и опрос следователем будет отличаться в каких-то деталях, это доказательство может быть признано недопустимым. Очень жесткие рамки, но и цена очень высока. Хотя мне кажется, что именно по этим делам это несправедливо. Специфика любых таких преступлений, особенно сексуализированных, в том, что иногда информация начинает всплывать позже. То есть сначала идет блок, потом этот блок раскрывается, и какие-то детали просто потом всплывают. Получается, что человек, первый раз давая показания, может о чем-то не вспомнить сразу. Потом какие-то детали у него начинают восстанавливаться. Шок проходит, там сознание немножко восстанавливается, и, соответственно, восстанавливаются какие-то детали. Может быть и обратная ситуация, когда психика резко начинает, то есть человек начинает резко забывать. Особенно это у детей. Дети очень быстро забывают. То есть детей не успели опросить, через год ребенок не вспомнит. 5-летка может не вспомнить через год. Как жены этих военнослужащих, которые вернулись сейчас домой, если, например, все пойдет по твоему сценарию, во что лично я не очень верю, что обвинение будет предъявлено, это будет расследовано, и дальше жены и дети должны как-то с этим жить? Во-первых, я думаю, что вряд ли этим люди будут рассказывать о том, что они совершали направо и налево. Да? То есть кто-то, наверное, и не узнает. А здесь ведь есть еще одна такая история. Противник, он же в целом дегуманизируется. То есть они не люди. Также проще думать, что твой муж убивает не людей, а где-то там злых кого-нибудь. Вообще дегуманизация – это страшная вещь. Именно это позволяет людям с другими людьми делать что угодно. И плюс еще не забывай, женщины, жены военнослужащих – это суперуязвимая группа в России. Она условно в 22 вышла замуж. Начала с ним ездить по всем этим гарнизонам. У нее толком не карьера, хорошо, если она там получила образование. Работать она там максимум сможет в этих разных военных городках. И она за ним кочует. Она полностью от него зависит. Жилье служебное, работы никакой. Там условно к 40 годам она понимает, что если даже сейчас с ним разведусь и уйду, куда я уйду? У меня там условно в багаже уже 2 детей, у меня нет ни работы, ни жилья. Куда я от него денусь? У нас бывало нередко, когда к нам обращали жены военнослужащих в ситуации домашнего насилия, то есть еще до этих периодов. И это одни из самых сложных дел, ведь у военнослужащих абсолютно своя юстиция. То есть расследование проходит отдельно, у них военные прокуроры, у них военная полиция, у них военные следователи. И потерпевший, если он и так-то особо не участвует в этих процессах, то тут влезть вообще очень сложно. Или даже элементарно, попробуйте забрать вашего ребенка из закрытого военного городка, если у вас нет пропуска. Все. Тысячи женщин, которые с этим сталкиваются, они сидят и понимают, что, хорошо, если у кого-то есть там условные родители, которые готовы принять, но у многих их просто нет. Почему вся эта история с домашним насилием кажется как будто бы неважной? За суетой всей, за другими масштабными делами. Посмотри, как развивается, история. Что такое домашнее насилие? Один человек желает реализовать власть и контроль в отношении другого человека в своей семье. Путем насилия. Этим насилием он достигает этого максимума власти и контроля. Теперь представляем типичную ситуацию, когда у нас потерпевший решает бежать. Она убегает, агрессор теряет свою власть. Для него это самая больная точка. То есть что он делает? Он должен принять еще больше насилия, чтобы эту власть восстановить. И что он начинает? Сталкинг и преследование. Ты сейчас рассказываешь историю взаимоотношений Путина и Украины или историю каких-то взаимоотношений в семье? Ты видишь параллель? Я вижу копипаст. Этот копипаст видят все, кто занимается с историей домашнего насилия, вообще насилием в отношении женщин. Это же прям просто, вот оно. Так кто там будет заниматься-то этим? Пчелы против меда? А почему, как ты думаешь, представители власти в России, назовем это так, против закона о домашнем насилии? Что такое домашнее насилие? Это же не рядовые конфликты. Это вообще сама идея про власть и контроль, который человек достигает с помощью насилия. Такая строгая иерархия, где один человек считает, что он вправе, благодаря тому, что он больше, сильнее, или, например, потому что он мужчина, делать в отношении всех членов своей семьи все, что он хочет. Это про право силы. Если мы смотрим на любое, допустим, авторитарное государство, право силы в обществе и право силы в государстве, это же фундамент. То есть как я сейчас буду бороться с домашним насилием,
вдруг у меня вырастет поколение, не приемлющее насилие в принципе. Понимаешь? Может потом возникнуть проблема. То есть это все звенья одной цепи. Поэтому вот этот вот базис – семья, общество, государство. Вот и все. Поэтому в авторитарных режимах никогда не любят бороться с домашним насилием. Демократические режимы активно с ним пытаются бороться. Чаще всего. Обалдеть, все равно все туда приходит. А хочешь или не хочешь, все взаимосвязано. Семья – маленькое государство, да? Традиционное строение семьи, оно какое? Оно патриархатное, да? То есть у нас есть глава мужчина, который реализует свою власть над всеми остальными. Причем там и над мужчинами, и над женщинами, которые ниже его статусом, да? Вот она, вот эта идея патриархатной семьи. Современное общество как смотрит на семью? Современное общество говорит, что семья – это союз равноправный, да, двух партнеров. Да, там, в России там, мужчины и женщины. Да, союз на равных правах. То есть такое демократическое устройство семьи, где он основан на взаимоуважении и прочем. Нереализуемая модель. Реализуемая вполне, на самом деле. И мне кажется, что у нас она тоже бы прекрасно была реализована, просто всего нужно время. Ведь такая структура общества и семьи, да, такая иерархическая, она же была тысячи лет. Она начала меняться там с прошлого века, с середины, да, причем. Нужно время, да, нужно еще, может быть, несколько сотен лет, чтобы это все произошло. Это такой длинный исторический прогресс. Но если ты идешь по этому пути, то ты можешь по нему идти быстрее. Ты, по крайней мере, можешь спасать жизнь и здоровье других людей от ситуации домашнего насилия или сексуализированного насилия. Или ты смотришь, как это, само собой растет. Дезире Болье, глава Value Retail Management и женщина, которая навсегда изменила имидж распродаж. Ее компания управляет более чем 10 аутлет-центрами по всему миру, в том числе Bicester Village. Этот комплекс под Оксфордом стал важнейшей точкой притяжения туристов, а среди китайских туристов вообще вышел на второе место по посещаемости, уступая только Букингемскому дворцу. Дело в том, что Болье полностью поменял подход к распродажам. В Bicester Village продаются только качественные вещи, а выбор максимально широкий – от люксовых марок до локальных брендов, которые благодаря Болье получают выход на широкую аудиторию. Ежегодно Bicester Village посещают миллионы человек, среди них члены королевской семьи. В комплексе не раз замечали Кейт Миддлтон, которая известна своей любовью к распродажам и масс-маркет брендам. Совсем недавно я уже рассказывала о клубе распродаж Чики-Рики. Это не классический дискаунтер, но если сопоставлять со стоимостью в разных магазинах, то покупать в Чики-Рики выгоднее всего, даже в сравнении с маркетплейсами. В Чики-Рики представлены только акционные предложения от проверенных производителей. Они краткосрочные и, как правило, действуют всего неделю, зато размеры скидок от 30 до 90%. Получается очень выгодно и для продавцов, и для покупателей. За счет закрытых акций распродаж внутри сообщества бренды получают большое количество заказов и опускают стоимость, а участники сообщества получают доступ к качественным товарам по приятным ценам. Здесь все очень понятно и удобно. Распродажи собраны в тематические акции по брендам. После регистрации у вас появляется персональная лента, которая благодаря внутренним алгоритмам сервиса понимает ваши вкусы и показывает самые актуальные варианты в различных категориях – от одежды до обуви, постельного белья и кухонных принадлежностей. Регистрация в клубе бесплатная и доступна для всех, но есть в Чики-Рики и подписка за 249 рублей в месяц. С подпиской покупать еще выгоднее и еще больше интересных предложений. И легче узнавать про новые бренды, которые появляются регулярно. Конкретный пример того, как это работает. Вот это платье, которое я нашла в Чики-Рики. Без подписки оно бы мне обошлось в 5080 рублей, а с подпиской будет стоить на 17% дешевле. И таких предложений очень и очень много. А теперь приятный сюрприз. По промокоду Гордеева стоимость подписки на первый месяц всего 9 рублей. Переходим по ссылке в описании, присоединяемся к клубу распродаж Чики-Рики и находим для себя качественные и интересные вещи по приятным ценам.
декабрь 2021 года, торжество абсолютное правосудие, значит, Европейский суд признает и назначает компенсации по делу о 4 твоих подзащитных. Не моих. Ваших. Нас было, на самом деле, это же тоже прям феноменально. У нас было несколько организаций, которые участвовали в проекте, несколько адвокатов. Правовая инициатива с нами была, это отдельный проект. Оля Гнездилова, Татьяна Савина, прекрасные юристы. Мария Воскобитова, известнейший специалист по этим делам. Глеб Глинка, представители Туниковой. Мы как раз с коллегой, с Валентиной Фроловой, представляли Маргариту Грачеву, Ирину Петракову. То есть там это 4 ваших подзащитных, это, значит, было Туникова, Грачева, Петракова и Гершман против России. Против России. В чем был смысл иска? Смысл был в том, что каждая из этих женщин пострадала в свой период времени от домашнего насилия, и государство отказалось им помочь. То есть не расследовало, не обеспечивала защиту, не наказывала виновных, не обеспечивала психологическую, юридическую и прочую помощь. В России всегда обращение в Европейский суд воспринимается как вынос ссоры из избы. Почему ваши подзащитные пошли в Европу? Почему они хотели добиться именно компенсации от России через Европейский суд? Компенсация там была не основная задача. 320 тысяч евро получила только Маргарита Грачева, и это компенсация ее медицинских затрат до конца жизни. Ей нужно регулярно менять очень дорогостоящий протез руки. Он, правда, стоит безумных денег. То есть мы там делали расчет, Европейский суд посчитал, что примерно этой суммы должно ей хватить до конца дней менять протез, потому что Россия этого не обеспечивает. Остальные получили по 20 тысяч евро компенсации. Но деньги получены? Нет, пока нет. Мы подали заявление, потому что только с марта мы имели право на это подавать заявление. Вот сейчас посмотрим, исполнят или нет. Европейский суд ведь вынес пилотное постановление. Постановление, которое не просто назначает компенсацию, а обязывает государство совершить ряд действий, таких как принятие законов, изменение системы, создание механизмов. Это очень редкая история для Европейского суда. В ситуации домашнего насилия впервые вообще Европейский суд выносил пилот. Первое дело в отношении России, когда Европейский суд сказал, что, ребята, вся ваша система, так как она сегодня существует, по сути, является нарушением норм Европейской конвенции. У вас отсутствует правовое понятие насилия, видов насилия. Вы не создали систему, которая будет помогать потерпевшим от насилия. То есть вы прям не создали ничего, что должно быть для того, чтобы обеспечить позитивные обязательства государства. Есть такое понятие в праве, когда государство для того, чтобы, к примеру, у нас есть с тобой право не подвергаться насилию, но оно же не существует в вакууме. Чтобы мы с тобой не подвергались насилию, государство должно предпринять ряд обязательных действий. Например, запретить нас избивать, принять уголовную ответственность за насилие разного вида, создать систему расследования, чтобы каждое преступление расследовалось и так далее, так далее, так далее. И по каждому виду нарушений у государства есть такой прям большой список позитивных обязательств. Проблема с Россией в том, что в ситуациях домашнего насилия она не исполняет ничего. То есть куда ни ткни, из этого списка ничего не работает. И об этом сказал Европейский суд, обязав Россию. На какое право по нынешнему положению дел, когда Россия вышла из всех европейских договоренностей, какое право Европейский суд имеет указывать России, что ей делать? Тогда еще имел. До сентября еще имеет. А что он сделает, если Россия этого не сделает? Ничего. Класс. В этом и беда. Но что самое интересное? Международное право, оно не существует само по себе. И то, что принимает те решения, которые Европейский суд принимает, он их не с бухты-барахты. Это такое системное развитие правовых категорий. То же самое даже раньше у нас говорил Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Мы, кстати, члены конвенции еще с советских времен и до сих пор остаемся ими. То есть эти принципы, они заложены в самой идее права. Если у нас правовые принципы одинаковые, то и выводы из этих принципов у нас у всех совпадают. До этого дошли европейцы. До того же самого, не участвуя вообще ни в каких конвенциях, дошли американцы. Примерно. То есть у них примерно те же представления о том, что должно делать государство. Канадцы, индусы. Куда ни ткни, люди понимают, что если ты стоишь на демократических принципах недопустимости насилия,
и вдруг ты видишь какую-то категорию, да, там, например, насилие в семье, как отдельная часть насилия, да, у нее есть свои особенности. Значит, ты как государство обязана это учитывать. И значит, обязан защищать своих потерпевших. И у тебя хочешь ты, не хочешь, ты все равно приходишь к этой идее. Не потому, что там Европейский суд сказал, да, но потому что это просто вот как логика, это правильно. Какими ты видишь перспективы выплат, которые обещал Европейский суд? Хочется надеяться, что выплатят. Заявления все поданы. Они обязаны. Выплатят ли? Посмотрим. В июне будет понятно, выплатят или нет. Там в июне, в июле. А что ты будешь делать, если не выплатят? Ну, во-первых, Комитет министров Совета Европы продолжает контролировать исполнение Российской Федерации и ее обязательств. Такой просто процедуры еще не было таких, прецедентов таких не было. Но возможность использования денег, арестованных у России за рубежом, для потерпевших тоже есть. Ты готова в этом смысле идти до конца? Конечно. Эти деньги – это тот минимум, который государство должно этим женщинам. Вот реально. Потому что, ребят, вы возьмите там любую историю из этих 4. Понятно, да, у Маргариты самая известная история. Но взять Ирину Петракову. 17 заявлений в полицию. 20 там с лишним эпизодов. Она к вам ходила, она от него там бегала и так далее, и так далее. То есть человек годами жил в ужасе. Знаете что, 20 тысяч евро – это вообще ни о чем. Просто ни о чем. Это вот ей там, я не знаю, окупить психолога. Так что государство должно значительно больше. Мне кажется, что в России вот сегодняшнее быть правозащитником – это вообще какая-то абсолютно убийственная концепция. Правозащитникам нигде нелегко. Конечно, кажется, что право уже покинуло Россию, но в любом случае мы стараемся делать и на национальном уровне все, что мы в силах сделать сегодня. С каждым днем, конечно, это все становится труднее. Европейский суд пока для нас еще не закрыт до конца. И до 16 сентября мы еще можем туда подавать жалобы. Другой вопрос, какова будет эффективность этих процессов, потому что Россия отказалась от сотрудничества с судом. Но будем работать на национальном уровне как можем. Выход России из ассоциации или из Совета Европы, из конвенции, он делает вседозволенность допустимой? Да. Но я хорошо помню, когда только этот разговор, я помню, когда начался, когда там первые новости России выходят из Совета Европы. Что ты почувствовал-то? Вот ты знаешь, вот это чувство падения. Вот когда ты знаешь, там где-нибудь вот идешь, подскальзываешься, вот назад летишь, вот так вот. И я прям вот реально у меня было вот это чувство, когда... И такой, потом думаешь, окей, больше не механизм, все. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих сегодня. Оно и раньше было, понимаешь? Мне очень многие говорили, а почему вы все время не идете в Европейский суд? У нас не так много дел там по сравнению, например, с другими проектами, которые работают с судом. Мы бы отсудим компенсацию, но мне хотелось большего. А чтобы вот эти системы менять, их все равно надо изнутри совращивать. Вот раз за разом, вот эта национальная практика, она же прям, вот знаешь, капля камень точит. Значит, будем продолжать. Какие-то вещи все равно можем делать. Вот даже элементарный пример сделан Маргаритой Грачевой. Один из первых случаев, когда детей не признали смягчающими вину обстоятельствами. Это супер редкая история для этих дел и вообще. У нас есть закон, в котором написано в Уголовном кодексе четко. Если у обвиняемого есть дети, то это обстоятельства, смягчающие его наказание. Нужно, наверное, пояснить, может быть, кто-то не знает Маргариту Грачеву, хотя, мне кажется, ее знает каждый человек в России. Да? Это девушка, которой муж угрожал, сначала преследовал ее, а потом он ее увез в лесополосу и отрубил ей руку. Да, 2 руки, и у нее 2 детей. И вот мы тогда говорили о том, что само по себе это преступление, это не только преступление против Маргариты Грачевой, это преступление, по сути, то есть в том числе и против ее детей. Его тоже, кстати, да, их общих детей. Потому что навсегда их жизнь изменилась. Их мать, в итоге одна рука частично функционирует благодаря врачам, а вторая протез. Да? То есть никогда их жизнь больше не будет прежней. То есть он причинил вред не только ей, он причинил вред всей своей семье. Подожди, по предыдущему опыту должно было быть так, что дети должны были быть у него смягчающим обстоятельством? Да, автоматически, просто в силу закона. Просто автоматически. Более того, скажу, была раньше жутко порочная практика, когда люди совершали преступления против своих детей, и эти дети становились у них смягчающими. Я тебе говорю, была такая практика.
изменилось. По отношению к детям, благо, высказался Верховный суд, сказал, что это ненормально. А вот по отношению вот к этим женщинам, у нас бывали дела, когда там женщины там, в прямом смысле грудью своей прикрывали там, ребенка, да, а потом этот ребенок становился смягчающим вину наказанием у агрессора. Ну, поменяли, взяли. А так как у нас сейчас уже сеть, а сеть это, то есть ты сразу говоришь, там, ребята, новая практика, вот позиция. И все, и пошли в других регионах. И смотрим, что происходит. И потихоньку. И сейчас я уже смотрю, сижу в каком-нибудь консультанте, ну, там, нахожу какое-нибудь решение, вообще не наше. Смотрю, опа, знакомая позиция. Думаешь, ну окей. Капля камень точит, потихоньку. Что может произойти с российским правосудием в отсутствии любого контроля, любой связи с международными практиками? Ну, мы обычно, как обычно, пойдем своим путем. Но есть одно но. Конституция-то у нас-то все равно до сих пор стоит на демократических принципах. То есть принципы-то у нас, те, которые заложены в Конституции, точно такие же, как и в Европейской конвенции. Вы, конечно, можете сказать, что Европейский суд нам больше не указ, но что вы можете делать с этим? У вас там десятки лет позиций Конституционного суда, Верховного суда о правах человека, о равенстве, о человеческом достоинстве, о недискриминации, о недопустимости насилия все равно есть. Как вы с этим дальше будете работать, не знаю. Может ли что ситуация изменится? Ну, конечно, мы же видим, она меняется. И право, ну, скажем так, и правосудие подчиняется административным механизмам, да, чего не должно быть в правовом государстве, безусловно. Да, как сказал Акунин, да, государство орденского типа. Да, и ведь один из важнейших столпов, да, право обслуживает волю самого государя. Это вот это плохо. И это, ну, если это будет дальше, то работать станет очень-очень сложно. Мне кажется, что сама профессия адвоката, она как-то потеряла, прости, но смысл. То есть как ты можешь защищать кого-то, если суды работают по своему усмотрению, а не по закону? У нас сейчас у адвокатов появилась такая шутка. Вот после того, как приняли вот эти всякие законы о фейках, вот это вот все, периодически нам всем пишут, там, вот если я сейчас напишу вот это, меня за это не посадят. А я тебе могу сказать, я бог его знает. Посадят тебя за это, не посадят. Я смотрю судебную практику, сажают уже за все подряд. Да? И у нас была такая шутка. Адвокат достает карты Таро. То есть как более надежный метод предсказания. Да? Вот. Но мы все равно должны то, что делать. То есть, понимаешь, они не верят в право, они не хотят использовать право, но я себе такого позволить не могу. Значит, я буду говорить о праве. Как бы глупо я там не смотрелась, я буду защищать, используя все законные методы и способы. Это моя работа. Они потеряли свое достоинство, я свое достоинство терять не намерен. Если я потеряю веру в право, да, право ушло. Но, может быть, вот как раз вот благодаря. Ведь это же не первый случай в истории. В 30-х годах тоже были адвокаты. Они тоже защищали. Потом многие из них, правда, тоже нуждались в защите. Да, но ты говоришь о праве, просто я не могу себе этого позволить потерять. А почему ты не уехал? Я не утверждаю, что я никогда не уеду. Мы понимаем, да, что ситуация может измениться там буквально в любой момент. Но пока я не чувствую такой вот прям острой необходимости прям немедленно уезжать и бросать. Наш центр – это большая команда. У меня 10 человек. Еще у нас там десятки адвокатов работают в регионах. То есть что значит уехала, всех бросила, такая молодец. То есть наши все остались. У нас же все-таки женская правозащитная организация, то есть тысячи конкретных женщин, которым мы оказываем юридическую помощь. И там сотни дел, которые мы ведем. Все это живые люди здесь и сейчас. Ты сказала, что это не факт, что ты не уедешь. Что должно произойти, чтобы ты все-таки встала и уехала? Это и возможность признания иностранным агентом. Я это тоже вижу прекрасно, что это все стреляет слишком близко. Да? Каждую пятницу я смотрю на эти списки, вижу там по несколько там фамилий людей, которых я знаю лично, и понимаю, что как бы может быть, и сия как бы участь тоже меня затронет. Уголовные дела. Сейчас уже не знаешь, за что его получить, поэтому как бы ты уже там ничему не удивишься, грубо говоря. Да, как говорит один мой коллега, обыск – это такое вот прям прямое показание к отъезду из России. Хорошая рекомендация, мы теперь будем знать. Для тебя лично какая история была самой, не знаю, болезненной и самой ужасающей из тех, с которыми ты сталкивалась в работе? Их не сказать, что мало, наверное, но самая такая, знаешь, которая вот, переживательная, это, наверное, сестры Хачатурян. То, за что ты прям, правда, очень сильно
ну, тебя затрагивает, тебя задевает. Да? То, когда ты видишь там 3 совершенно юных девушек, попавших в безумно сложную ситуацию, ну, живших в прямом смысле в аду, и которым грозит там просто невероятные сроки, надо понимать, что по их составам там им условно может грозить и 12, и 13. То есть девчонки, грубо говоря, в детстве нормально не жили, в юность мы им все испортили. Вот сейчас, да, вот этот возраст, представь, там, возраст, когда тебе 20+, он же прекрасный. Они фигурантки там страшнейшего уголовного дела. И им грозят большие сроки. Наверное, для меня это, ну, наверное, одно из самых таких переживательных дел. Дел, за которых ты вот прям, ну, ты лично за них, за каждую из них 3 ты очень переживаешь. Как ты появилась в этом деле? Почему ты? Я в этом деле на самом деле появилась изначально. А когда это все произошло, кстати, первая мне вообще позвонила Дина Карпицкая. И она такая: Мария, говорит, ты вот про это вот дело слышала? Там нет адвокатов. Я говорю, ну, в смысле нет? Ну, господи, говорю, армянская семья, сейчас найдут. Она говорит, нет, Мария, не найдут, ты не поняла. А я вот правда, знаешь, что-то я не ожидала такого. У меня в активном разгаре дело Маргариты Грачевой – это Серпухов. То есть я езжу в Серпухов, и я уже, прости, в положении. Девчонки в СИЗО. Ну, для тебя был вопрос, чтобы входить в это дело или нет? Нет, не было. Был вопрос просто, когда это делать. И я была таким вот человеком, который там пишет какие-то бумажки, там, мозговой штурм, потому что потом вот я родила ребенка, и в 4 месяца как раз ему было, я вышла в процесс уже. Что сейчас происходит в деле сестер Хачатурян? Девушки по-прежнему обвиняемые в квалифицированном убийстве, да, группы лиц. Но параллельно в прошлом году нам удалось возбудить уголовное дело в отношении погибшего отца. Сейчас он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, в истязании несовершеннолетних и в распространении порнографии. Расследование уже подходит к концу, и мы надеемся, что в ближайшее время это дело в отношении отца будет направлено в суд. После того, как оно будет рассмотрено, вероятно, уже и дело сестер Хачатурян тоже будет направлено в суд. Но мы будем требовать прекратить, естественно. А сами девушки, что они могут делать, что они не могут делать? Ну, у них запрет совершения определенных действий, они не могут пользоваться интернетом, общаться с участниками уголовного дела, за исключением матери. Это была тоже отдельная история, потому что суд нам в прошлом году запретил общение девочек с матерью, которое было разрешено весь период следствия. Суд просто раз там взял и запретил. С чем это было связано, непонятно. Пришлось там очень долго судиться, чтобы просто позволить девочкам свидеться с матерью, что для них там просто принципиально важно для их психологического благополучия. Сейчас вот они свободно могут передвигаться по территории России, но не должны участвовать в митингах. Да, у нас стоит запрет на участие в митингах, запрет на пользование интернетом. Почему именно это дело получило такой неоднозначный резонанс в России? Сложно. Понимаешь, все-таки человек погиб. Этот фактор, мне кажется, самый такой тяжелый для всех тех, кто вот даже выступает за, говорит, ну вот как-то все равно, ведь надо же было искать какие-то другие пути. И сложно поверить в то, что не было других путей у них. По целому комплексу причин. Начиная вот от социальных, отсутствие какой-то поддержки, там, абсолютно безразличие школы, его связи там, в правоохранительной среде. То есть это дети, которые росли при постоянном насилии. То есть для них он вот это там, всеобъемлющее зло, которое везде найдет. Что, кстати, не лишено было, правда? Да, то есть он везде найдет, везде достанет, и никто не поможет. Во всей этой истории меня все время больше всего беспокоила, смущала роль мамы. Маму он выгнал. Я понимаю, но мама не может их защитить? Не может, в том-то и беда. Там же вопрос как стоял? То есть или ты уходишь, или я перебью всех. В прямом смысле. То есть человек с оружием. И там не было ни у кого никаких сомнений в том, что он выстрелит. Во-первых, потому что он это делал. То есть он там и по девчонкам палил. Ради смеха. Проверить, например, травматический пистолет, выстрелить в ногу. Такая шутка. Он вывозил их, например, копать могилу себе в лес. Вот эти вещи, они верили в то, что это с ним произойдет. Поэтому, когда мама ушла, следующий шаг был, который делали девочки. А девочки сказали, мама натерпелась больше всех. Мы маме ничего не рассказываем. И мама жила в полной убежденности, что вся проблема в их семье была из-за нее. Что это вот он на нее так реагировал. Это так необратимо меняется психология жертвы, потому что ты же понимаешь, да, что человек не меняется никогда. Она вышла за него замуж, когда ей было 17. То есть совершенно юной девочкой.
Она ничего другого-то особо не видела. Ее жизненный опыт не позволял ей как-то вот задуматься и отрефлексировать это все. И непонятно, что делать. Вот у него, то есть они видят, что у него действительно есть очень серьезные связи. Вот ты куда сейчас пойдешь? В полицию? Она, кстати, ходила, обращалась в полицию, да, и в ее присутствии просто разорвали заявление. Поэтому, то есть, что ты сделаешь? Да, такая психология. Вот они понимают, что больше ничего. То есть вот сейчас вот он там условно будет нас убивать, поэтому единственная возможность наша спастись – это сделать это первым. То есть ведь ужас-то в чем? То есть девчонки-то реально считали, что все, конец. Ну, что, кстати, не исключает, то есть никто не знает. То, как он себя вел там последние дни перед тем, как это случилось, он вел себя совершенно неадекватно. То есть вот цикл насилия, как вот он обычно происходит, стадия напряжения, когда вот человек напрягается, потом выплескивает вот эту агрессию насилия, а потом начинается фаза вот этого медового месяца примирения. Он становится добрым, там, внимательным. Вот у них эта фаза закончилась, то есть ее не было. У них было постоянно такое вот напряжение, насилие, напряжение, насилие, напряжение, насилие, напряжение. И они как в центрифуге такой. И все, естественно, психическое состояние их дало сбой. Что ты будешь считать правильным исходом этого дела? Уголовное дело в отношении девушек должно быть прекращено. Потому что это была оборона. Они, правда, защищались. Они действительно верили в то, что их жизни угрожает опасность. Более того, их жизни действительно угрожала опасность. В этом суть домашнего насилия. Ты никогда не знаешь, когда вот этот рычаг сорвет, когда вот это щелкнет. И мы знаем миллионы примеров, когда там типичные избиения заканчивались убийством. Просто миллион. И у нас там каждый год есть вот эти дела, когда ты там условно открываешь судебную медицинскую экспертизу трупа. Открываешь там протокол осмотра места происшествия, там, ты смотришь, там, как было расположено тело, в каком оно было положении, состоянии, то все. А потом ты видишь фотографии этой женщины там, живой вместе с детьми, там, я не знаю, там, нюхающие цветы, гуляющие в лесу. И вот она была еще вчера, вот там условно, вот она там живая, яркая, цветущая. И вот ты смотришь протокол осмотра места происшествия, где лежит, прости меня, там черное тело, которое вот черное, потому что просто от синяков и побоев, забитое до смерти. Да, и вот этот вот контраст, когда ты понимаешь, вот она, жизнь, смерть. Вот она. Раз, и все. Раз, и все. Самое обидное, ведь большинство из них можно было спасти. Просто большинство. Вот одно из последних дел, нам удалось там возбудить уголовное дело в отношении полицейских по халатности. Женщина вызвала полицию, когда ее бывший партнер вернулся и пытался ее избивать. Он в тот день был задержан, его отпустили из полиции. Он снова вернулся, она снова вызвала полицию. Соседи сбежались, вызвали полицию. Полицейские приехали, постояли у закрытой двери, говорят, ну дверь же закрыта. Они говорят, да он ее там убивает. Они говорят, ну не знаем. А с чего вы решили, что он ее убивает? Они говорят, ребят, ну он ее там типа час назад там пытался убивать. Вот его забрали и отпустили. Вот он снова приехал, он ее убивает. Они развернулись и уехали. СМЭ показало, что именно в этот момент, реально он ее убивал, в тот момент, когда полицейские стояли за дверью. Но она погибла. Годовалый ребенок, еще 3 суток вместе с телом с матери. Вот это, наверное, самое ужасное. Когда ты видишь, что это, вы могли, да, вы говорите, там, как мы что бы, там, не знаю, там, взломали дверь? Да, ребят, вы бы взломали дверь. Но почему вы можете, там, условно, протестующему дверь в квартиру взломать, а здесь вы не можете? Здесь вы вдруг решили, что там святая частная собственность, что на самом деле не так. У вас там подъезд, ведь реально люди, соседи требовали от них прям с видеозаписью, говорят, ломайте дверь, он ее убивает. Вот это, наверное, самое ужасное. Когда вот вроде вот она, помощь-то была рядом. Молодая цветущая женщина. Годовалый ребенка. Много было сказано о том, что жертва насилия очень часто сама становится насильником. То есть люди, которые привыкли к очень тяжелому прессингу и которых годами унижали, отбирали их человеческое достоинство и насиловали в самых разных смыслах этого слова, получив такую возможность, будут это воспроизводить. Так ли это? У нас бывает, когда к нам приходят там, вот в кризисные центры женщины, сбегающие с детьми, у них бывает история применения насилия по отношению к детям. То есть как бы вот такая там сдвигается вот эта история. Он ее, она там ребенка. И вот выправить эти отношения, во-первых, это возможно. И объяснить, да, что это ненормально, и что ты делаешь ровно то же самое по отношению к своему ребенку, это возможно. И это не абсолютно. То есть нельзя сказать, что все так делают. Но если ребенок, да, там условно живет ситуацию, видит эту ситуацию насилия, если он воспринимает насилие как единственный способ получить власть, а ты в безопасности только когда ты эту власть получил, понимаешь? То есть у тебя есть 2 фактора. Или ты под
в ситуации насилия, или ты над. Вот если вот такая вот, да, вот такие отношения, то, конечно, да. То есть все мы стремимся к безопасности, поэтому нам нужно что сделать? Самому стать вот таким вот насильником. При этом для женщин ведь, наоборот, обратная история. Женщины, девочки, свидетели домашнего насилия, нередко становятся жертвами домашнего насилия в своих семьях. Да, вот она вырастает и каким-то образом встречает вот такого же агрессивного человека, допустим, каким был ее отец. И такой феномен тоже есть. Нравится, не нравится, терпимая красавица? Да, в том числе. Слушай, а вот, кстати, да, если на государственном уровне главный человек в стране говорит, нравится, не нравится, терпимая красавица, ведь должна же быть какая-то реакция, как минимум, в организации, которые борются с домашним насилием и с насилием вообще. Почему уже никого ничего не удивляет, мне кажется. Уже просто всем все понятно, и никого ничего не удивляет. То есть это уже все всем понятно. Всем все ясно. И эти просто неприемлемый сексизм, который вообще звучит, ведь он же звучит повсеместно в речах. Но все уже привыкли, знаешь, со времен Слуцкого. Казалось бы, все уже, да? Вот они журналистки, вот они доказательства, вот они записи. И вот человек, который в принципе, такой, ой, да ладно, да что ты, подумаешь, да. И что происходит? Буквально через несколько месяцев Слуцкий становится кем? Главой делегации на сессию ООН. Да. Комиссии по положению женщин. Понимаешь? То есть такой, знаешь, прям троллинг такой. Прям. Мне, конечно, можно сказать, что да, он как бы в международном комитете. И много знает про отношения с женщинами. Да. По должности положено, но так более чем прям такой открытый плевок в лицо. Как ты думаешь, как скоро в России кончится история сахарницы, история правозащитных движений и история хотя бы какой-то возможности людей говорить то, что они думают, и физически делать то, что они считают нужным? Сложно сказать. Но в ближайшее время я не жду ничего хорошего. Я могу тебе честно сказать. Ничего хорошего, то есть в этом году и даже в следующем я не жду. Мне периодически кто-нибудь звонит, до сих пор спрашивает, а когда примут закон о домашнем насилии? Первое время, я помню, это когда после 24 февраля, прям буквально числа 27-го мне позвонили из одной прекрасной редакции, сказали, мы хотели с вами поговорить про закон о домашнем насилии. Что? Ребят, нет. Вы посмотрите, что происходит. Какой закон о домашнем насилии? Нет, конечно. Не будет ни в этом, ни в следующем. Про это тяжело говорить. То есть я этой темой, именно разработкой закона, написанием, мы с моими коллегами потратили просто невероятное количество лет на это. И тебе, конечно, обидно, да? Плюс еще ты понимаешь, что этот закон мог бы спасти, правда, многих. А вы себя чувствуете обманутыми? Потому что я так понимаю, что вам обещали, что в прошлом созыве Государственной Думы примут закон о домашнем насилии. Если я не ошибаюсь, это честное слово давала Валентина Матвиенко. Да, конечно, чувствую. Ведь начиная с 2012 года, когда это все, мы собираем рабочую группу, все, давайте, пишите, понимаешь? И они все, давайте, делайте. Ты встречаешься с одними представителями, Минюст, МВД, то все, ты с ними проводишь кучу времени, всем все объясняешь. Говорит, хорошо, да, сейчас мы посогласуем поправки, и на 2 года круг согласования поправок. И такие, все, ребят, давайте, и еще разочек. А ты же как белка в колдесе, пишешь ночами, пишешь эти рецензии, заключения и прочее. Конечно, обидно. И ты понимаешь, что в какой-то момент тебя просто начинают использовать. Это, кстати, я уже понимала в прошлом. Используют как? То есть они вам обещают, что примут, говорят это прессе, все страшно рады, да, и отвлекают таким образом внимание от чего-то более знаешь, даже то, что когда общество начинает по этому поводу напрягаться. Ты видишь, правда, ведь какой прогресс в этой теме, да, в общественном сознании произошел за последние 10 лет. То есть 10 лет назад журналисты про это, если и писали, то писали как про маргинальщину. А как один из журналистов мне сказал в году, наверное, 2011, говорит, я обязательно напишу про историю домашнего насилия, если министр расчленит свою жену. Сегодня мы видим прекрасные статьи, хорошую аналитику. То есть люди поняли, в чем проблема. Люди возмущены. Последние данные в ЦОМ Левада примерно одинаковые. Больше 70% людей считают, что закон против домашнего насилия должен быть принят. Но на это же надо как-то на общественный запрос отреагировать. А после декриминализации побоев, когда омбудсмен Совета Европы, да, Верховный комиссар по правам человека, да, то есть все обратили внимание на проблему домашнего насилия в России. Снова надо всем дать какую-то нишу. Все, мы работаем с рабочей группой. Вот они,
Да, и как бы и на нас там пальцем тыкают. Да, и я это все прекрасно понимала, я это видела. То есть там сказать, что они думают, что они там нас обхитрили, нет. Ну, как бы ты идешь на это добровольно, понимая, что не, ребята, не я отказываюсь. То есть вы не сможете потом сказать, что они отказались, они не стали с нами работать. Нет, мы вот проработаем, мы с вами посмотрим, да, как это и что должно быть. Ну и потом, конечно, вот эта публикация проекта от Совета Федерации с очень большими, там, серьезными недостатками, которые ни с кем не обсуждалась, но это был такой специальный удар, когда, знаешь, мы сделаем такое, что не понравится никому. Ни вам, потому что мы на это пойти не можем, ни тем, кто против. Вот и все. И снова туда, в ящик. Ты много плачешь в последнее время? Я не плачу. Вообще? Я по-другому просто, знаешь, у меня кипит все, я не плачу, я начинаю ненавидеть. Я могу прям очень так быть, да, агрессивно. Стараюсь сбрасывать агрессию. А в одном из интервью ты сказала, что ненависть к агрессору и к насильнику – один из движущих механизмов твоей работы. Это правда? Да. Бесит. Ну, честно, бесит. Ну вот смотри, да, ты смотришь, господи, ну что вам всем не хватает? Ну живите вы нормально, да, ну зачем вообще всем это надо? Ну раздражают, меня просто раздражают такие люди, которые, ну так, считают, что они могут делать с людьми что угодно просто потому, что у них есть больше силы и власти. Бесит. А нынешняя ситуация, ну вот ситуация, в которой мы живем с 24 февраля, ситуация войны, которую ведет наша страна на территории другого государства, как она отражается на уровне сдерживаемой агрессии и на уровне домашнего насилия, которое один из очень тонких механизмов реакции на все, что происходит в обществе? Пока мы каких-то цифр прям не видим, но любой кризис, любой, социальный, экономический, политический, ковид, что угодно – он всегда сказывается на рост. Вот всегда. Любая напряженность всегда приводит к росту в ситуации домашнего насилия. Это и желание сбросить эту напряженность, это и, в принципе, да, ведь еще когда культ насилия начинает подниматься, обговаривать, да, вот тут мы видим там все, вот более такие, ну, там, агрессивные речи вокруг, такую вот милитаризацию вот эту активную. Это все тоже нарастание вот этой агрессии, оно, конечно, сказывается. А тут еще и вдруг тебе показали, что, в принципе, сила насилия – это норма. Ну, что это нормально. Как бы мы можем так делать с теми, с кем мы хотим это сделать. Ну, что, например, такое государственное добро. Ну, и декриминализация, конечно, еще тоже нам на руку сыграла в этом смысле, когда государство, по сути, сказало, ребят, больше не преступление. Лупите. Лупите на здоровье, 5000 штрафов, да. Поэтому, конечно, будет рост. И будет, и мы его ждем. И уже потихонечку, вот у нас по сравнению даже с прошлым годом уже небольшой рост обращений есть. Мне кажется, будет лето-осень основное. Когда это ведь, ну, мы видим, что с экономикой происходит сейчас. Многие люди потеряли работу, военнослужащие потом какие-то вернутся. У нас здесь еще не забывайте, что в целом вот это... Ну и всем не до, понимаешь, всем не до домашнего насилия, и в полиции, и нигде. Всем не до этого. То есть вот, например, там элементарно, у меня есть кейс, там бывший муж избил жену прямо на пороге суда после судебного заседания. У нас 7 человек свидетелей, побои, административка. И все, и он ушел в туман, сбежал. Ну, как сбежал, ну, где-то все время здесь, на Москва, Московская область, он вот так вот периодически появляется. Ну, а что участковый говорит, ну, что я буду за ним бегать? Да, все, материал весь собран, вот они свидетели, все, вот она там экспертиза, доказательства, все собрано. Остается одно небольшое но. Нужно уведомить человека о том, что в отношении него составляется протокол. Для этого полиция должна его задержать, доставить и уведомить. А на что, конечно, типа, полиция скажет, что мы нам делать больше нечего, мы тут по административке будем бегать, искать вот этого там агрессора, который там кого-то там избил, нам не до этого. Но вот если бы он вывесил какой-нибудь плакат нехороший у себя на балконе, его бы нашли бы тут же. Или, наоборот, хороший плакат у себя на балконе. Да? Там. Или вышел там с одиночным пикетом, то, конечно, его бы нашли бы и в Москве, и в области, и в других регионах. Всем не до этого. Можешь дать точную формулировку того, что такое домашнее насилие? Домашнее насилие – это систематическое применение физического, сексуального, психологического, экономического насилия в отношении близких лиц против их воли. То есть это может быть все что угодно? Ну, систематическое насилие, да, самое важное. Как женщина или мужчина может понять, что он вот прямо сейчас жертва насилия? В первую очередь, что испытывают жертвы, да, насилия – это страх. Вот это прям первый показатель. Боитесь, не боитесь?
Страшно, не страшно. Ну, помимо, да, вот мы понимаем, что физическое насилие понятно сразу обычно. Ну, да? в общем, да. То есть, если совершено физическое насилие, то все, как бы welcome в клаб. Да? Психологическим, да, несколько сложнее, потому что люди часто не могут осознать, действительно ли это насилие, или это просто мы в конфликте находимся. Но есть серьезная разница между конфликтом и домашним насилием. Что такое конфликт? Это разовый эпизод, у которого есть причина и который может быть разрешен. И самое важное, обе стороны выступают на равных началах. То есть они равные участники конфликта. В ситуации домашнего насилия такого не бывает никогда. Всегда есть одна сторона, которая выше, и вторая сторона, которая ниже. И это система. То есть за одним случаем второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И вот если психологическим насилием мы говорим, вот если вам дискомфортно, если вы чувствуете дегуманизацию по отношению к себе, да, там, агрессию по отношению к себе, если страшно, то да, конечно, это ситуация насилия. Если что-то делается против вашей воли, это не окей. Это тоже ситуация насилия. Что в этот момент должен делать человек? Я всегда обычно рекомендую. Так, у нас какой-то системы нет, закона нет. Чтобы не попасть из огня в полымя, я всегда рекомендую сначала все-таки обратиться в близлежащие кризисные центры, которые есть в вашем регионе. Это может быть там, кризисный центр помощи женщинам, поговорить с психологом, социальным работником, если он есть, для того, чтобы составить план безопасности. Выход из ситуации домашнего насилия может быть опасным тоже. Это как раз вот та самая опасная история преследования и агрессии. Поэтому сначала надо обезопаситься. То есть поняли, приняли, надо строить план по выходу из этих отношений или, например, по разрешению ситуации. Потому что мне очень часто спрашивают, а можно как-то, не расторгая брак, там, спасти вот семью? Теоретически, да. Если он добровольно идет в терапию, а сейчас, слава богу, у нас есть все больше и больше там, курсов для мужчин. Если она идет в терапию, то теоретически... То есть терапия нужна и агрессору, и жертве насилия? Ну, жертвам часто она нужна именно для того, чтобы просто приобрести уверенность эту в себе. Да, чтобы просто пережить травму. Потому что огромное количество женщин, пострадавших от домашнего насилия, они реально живут с ПТСР годы. То есть психическое расстройство, посттравматический стрессовый синдром. У нас по уголовным делам через одного диагноза ПТСР. То есть вот этот диагноз вообще, который пришел к нам, кстати, из военных конфликтов. Поэтому, конечно, нужна помощь психологическая. И агрессору нужна обязательно психологическая. Ему в первую очередь, вся проблема-то в нем. Это он не может себя вести по-другому. У нас общество все время смотрит на потерпевших, а беда-то в агрессоре, который не умеет себя вести. Соответственно, если этот путь добровольного, скажем так, добровольной терапии невозможен, а 90% случаев, конечно, агрессоры не признают, что они агрессор. Ну, что остается только? Домашнее насилие само по себе не заканчивается. То есть прогноз всегда плачевный. Это учащается случаи, это ужесточается насилие. То есть если сейчас он там раз в полгода психанул там, и толкнул, потом раз в 3 месяца он уже меня ударил, через там, еще год это уже значит раз в месяц он меня придушивает, и далее. Если не помогает психолог? Если не помогает психолог, значит, ищем кризисный центр и составляем план безопасности. Что такое план безопасности? Это такая короткая инструкция о том, что тебе нужно делать, если ты, допустим, остаешься в отношениях, если ты выходишь из этих отношений, или если ты уже ушла из этих отношений, но есть риск повторения насилия. Обычно там классический план безопасности включает в себя там, соберите свои вещи. Вы остаетесь, но вы понимаете, что в любой момент может произойти, и вам нужно будет экстренно покидать жилье. Соберите сумку, в которой будет там, белье, лекарства, рецепты, документы. Очень часто, кстати, прям специально скажу, пожалуйста, не забывайте страховое свидетельство, вот эту зеленую карточку, все забывают ее, и полис медицинский. Документы на детей, если нужно бежать за детьми. Думайте о том, куда вы можете уйти. То есть нужно выйти физически из этой истории. Куда-то переехать, к маме, к подруге, в кризисный центр, в конце концов, временно. Как обеспечить себя там. Да? Дальше юридические процессы. Развод, расторжение, обращение в полицию при необходимости и так далее, так далее, так далее. И это прям алгоритм, который выстраивается человеку индивидуально. Соответственно, по нему потом идет такая работа. Ну, это такая прям серьезная, большая работа по каждому потерпевшему. То есть универсального какого-то механизма сказать всем, знаешь, там, идите в полицию. Нет. То есть я не могу так это сделать, потому что потом ты сидишь и думаешь, она пошла в полицию, написала заявление. Ничего не произошло, она вернулась, ее муж узнал о том, что она написала заявление. Что будет дальше? Поэтому
Нужно ли обращаться в полицию? Да, но для этого нужно сначала обеспечить себе вот этот путь выхода в безопасность. То есть понимать, что после этого как бы у тебя есть возможность безопасности. Обеспечить себе и там, своим детям. Конечно, когда ситуация критическая, мы всегда говорим, неважно, да, там, вызывайте полицию, звоните. То есть я сейчас вообще там говорю только пока только про то, что там, спасайте свою жизнь и здоровье. Пожалуйста, не забывайте об этом. Сколько женщин в России систематически подвергаются домашнему насилию? Кто бы посчитал? Знаешь, разнятся оценки. МВД ведет статистику преступлений, совершенных в семейно-бытовой сфере. И после декриминализации дает нам в среднем 35 тысяч преступлений в год. До декриминализации было 65 тысяч. Это при этом, что у нас там 10% только вообще в полицию идут. В свое время МГУ делали большое исследование, большой социологический опрос, и у них получилось каждая третья, 30%, которые имели опыт насилия в семье. Физического. Сейчас только про физическое говорю. Всякие разные социальные опросы показывают тоже примерно где-то от 20 до 30%. А ты в какие цифры веришь? Я думаю, 20%, да. Но те, которые имели там опыт физического насилия. То есть это, получается, каждая 5-я женщина в России? В прошлом году мы проводили большое исследование приговоров об убийствах женщин. То есть там мы брали статью убийства и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. У нас получилось 66% женщин, которые были убиты в семьях. То есть близкими лицами. Из них 80 партнеров. Алгоритм цвета называется это исследование, которое проводили там вместе с «Новой газетой» «Теплица социальных технологий». Светлана Жучкова, замечательный социолог, нам сделала целый специальный алгоритм. Мы просто промониторили все приговоры с 11 по 19 год. Просто приговоры она нам выкачала, и сначала с волонтерками, с девчонками просто стали массово читать приговоры об убийствах и так далее. Я уже под конец боялась, что просто нам теперь нужно быть каждой волонтерке по психологу. Но девчонки молодцы. То есть сначала просто в руками 1000 приговоров точно мы просто отчитали, чтобы обучить алгоритм. Обалдеть. В какой момент в своей жизни ты поняла, что ты будешь заниматься помощью женщинам, сталкивающимся с насилием? Я вообще попала в тему случайно. У меня был 21 год, когда там адвокат, у которого я стажировался, еще была стажеркой, сказала, вот есть консорциум женских НПО, у них много проблем и нет юриста, а им нужен юрист, вот просто помоги. И вот там я пришла в организацию, 21 год, диплом с отличием, 10 лет карате за плечами. Кто кого дискриминирует? Меня? Да вообще тут все это про слабых женщин каких-то. И вот когда столкнулась, думаю, ерунда. Просто надо написать заявление в полицию. Здесь особо делать нечего. И вот я пишу заявление в полицию, первые обратившиеся, да. Это был еще, представь, то есть это был год 2008. А оно не работает. Вроде все же должно сработать, я же все правильно делала, а оно не работает. И вот тут у меня закралось подозрение, что что-то здесь значительно более серьезная проблема. И вот когда я эту тему проработала, тут до меня дошло, что все значительно сложнее. Меня лично это дико возмутило. Мне казалось, что это какие-то редкие маргинальные истории. А тут ты видишь, что это вообще не про маргинальность, что это вообще не про редкость. А еще этого всего очень много. И сделать с этим правовыми путями ничего нельзя. Мне как юристу это особенно обидно. Потом возникла идея центра, да, что нужно эту помощь юридическую оказывать всем и пытаться этими юридическими механизмами это вытащить. Никогда ты не жалела о том, что ты в это влезла? Нет, никогда. Потому что обычно в адвокаты люди идут, чтобы зарабатывать дома, яхты, ездить на Порш. Или не знаю, на чем. Честно, Порш меня не очень интересует, просто это не про меня история. А ведь центр, да, это часть моей жизни, часть моей работы. Но у меня есть еще и моя практика, чисто адвокатская. Это, кстати, помогает держаться в балансе все время, в том числе психологически. То есть здесь у нас ужас, кошмар, домашнее насилие, здесь дела о взятках, мошенничестве и прочее. Ты переключился, работаешь, по другим делам ходишь, да, потом раз назад переключился. Это немножко этот баланс, да, что не все в этой жизни про насилие. Почему тебя назвали Мари? Родители любили французское кино. И причем не только родители, но и моя тетя армянская. Это сестра родная моего папы, тетя Лариса. Они с мамой, пока мама была беременная, ходили в Ереване постоянно на один и тот же фильм. «Трое мужчин, младенец в люльке». Французский. И там девочка была Мари. И вот они, с мамой смотрели на эти прекрасные... А это 87-й год. Они там все, да, игрушечки, пеленочки, распашоночки, все такое красивое, бутылочки. Все то, чего в Советском Союзе не было. И как-то им Мари это запало.
И когда мама родила, они между делом так поговорили, говорят, может, Марину зовем, если будет девочка. И вот мама родила, позвонили домой, и моя тетя Лара бегом побежала в ЗАГС, снесла у них забор. Это отдельная история про то, как Лара пыталась открыть дверь в другую сторону. Вопрос о том, как регистрировали в Ереване. То есть пришла тетка, такая говорит, пишите. Так я и осталась Мари. Почему вы не остались в Ереване жить? В 90-м уехали. Уже там очевидно перестройка, очевидно уже предстоящий распад. В Ереване предстоящая блокада. И мама сказала, так, ребят, собираемся и едем все в Россию. Там, где есть свет, газ, вода и прочие прелести цивилизации. Семья жалела когда-нибудь об этом отъезде? Нет. Я не припомню такого, чтобы кто-то жалел. Папа, конечно, он любит свою родину, он любит Армению, Ереван. Но все так в итоге остались-то здесь. А ты себя кем считаешь? Хочется считать себя такой полурусской, полуармянкой, да. Но объективно уж так говоря, да, я выросла в России, и я не говорю на армянском языке. Но Армения – это часть моей культуры, все равно это часть моего сердца. Армения – это моя родина. И я ее тоже безумно люблю. Поэтому я, скажем так, такая смесь. Чего, кстати, у армян огромное количество. Да. В какой момент девочка, которая занимается карате, которая не имеет в своей семье ни адвокатов, ни юристов, ни следователей, ни прокуроров, в какой момент ты решаешь, что ты будешь юристом? Мне было 12 лет, когда я прям осознанный выбор не просто юристом, а адвокатом по уголовным делам. Вот примерно такие же глаза сделала моя мама. Может, хотя бы нотариусом? Я помню, как... Нет, я бы хотела сказать, может быть, хотя бы следователем, это хотя бы, интересно. Движух. Был какой-то старый советский фильм, это так и назывался «Адвокат» или «Убийство на какой-то там улице». Там молодой адвокат приехал в деревню защищать юношу, который не был виновен в убийстве. Как-то он меня задел, и мне показалось, что это действительно очень достойная работа. Я была старостой, знаешь, как с первого класса по последний и весь институт. И в основную задачу меня как староста входило отмазывать весь класс регулярно. То есть ты была не противная староста? Нет. Более того, у нас были выборные старосты. Говорю, я росла в супердемократическое время. Мы выбирали старосту. Угу. Староста, это же исторически должна быть должность, которую ты вписываешь в тетрадочку всех хулиганов. Да. Поэтому каждый год я сдавала чистую тетрадочку своему классному руководителю в мае. И как-то адвокатом меня даже в школе называли. Вот именно за это. То есть, что всех защищает. Презумпция невиновности отстаивалась активно. И в итоге я закончила, я адвокат по корпоративному праву. То есть ты могла бы работать в каком-нибудь PricewaterhouseCoopers, да, какой-нибудь такой огромной организации? То есть я и начинала свою работу, то есть в основном это были арбитражные дела и коммерческие дела, а вот история с правозащитой, она была такая какая-то параллельная. Волонтерская? Да. А потом как раз произошли многие общественные изменения, где-то уже после 10-11 года, когда был период, когда любое арбитражное дело плавно перерастало в уголовное. Такие очень серьезные нападки на бизнес, и ты начинаешь ходить по уголовным процессам. И вот они, те люди, которые там были твоими истцами-ответчиками, становятся обвиняемыми, подзащитными, подсудимыми, и, к сожалению, иногда осужденными. И вот в этот какой-то период времени как-то так меня дорога увела. И поэтому как-то в основном в паблике меня знают про историю домашнего насилия, да, просто насилие, но у меня там есть еще своя параллельная история работы. Что ты делаешь, когда ты страшно расстроена? Один из лучших способов взять новое дело. Нет, но если серьезно, когда я страшно расстроена, всегда есть еще, во-первых, друзья и подруги, которые не связаны с юридическим миром. Вот вообще надо выключиться и включиться через пару дней. Да, тогда это сразу помогает. А потом через эти 2-3 дня ты начинаешь работать над ошибками. Что ты сделала не так? Где ты упустила что-то? Как можно было сделать лучше? Или в какую ловушку вы сами попали. Но нужно 2-3 дня, не знаю, я иногда могу поехать к своей лучшей подружке, мы с ней можем проиграть всю ночь в приставку. Ты в приставку играешь? У подружки, да. Дома не играю, потому что мне нельзя компьютерные игры. А что мы еще о тебе не знаем? Что у тебя играет в плеере? Тяжелая музыка в основном. Так. Cannibal Corpse. Так. Да. Дима Боргер. Смотри, Никита как покачал головой с пониманием. Так. Может быть, что-нибудь из старенького. Элис Купер, Арии иногда по настроению. В какие-то хорошие моменты, может быть, даже Битлз или совсем сумасшедшие Король и Шут. То есть тебя можно встретить на концертах хэви-метал? Вполне. Ты должна быть в косухе, конечно, на мотике. Нет прав у меня.
А мотик-то есть? Нет. У мужа был, но семейная жизнь, да, она такая. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что вы с мужем познакомились на какой-нибудь металлической вечеринке? Ну, типа того, да. Ну, примерно так, да. На фоне общих музыкальных интересов и вкусов, да, познакомились. Знаешь, это напоминает, как адвокат, который выходит из суда, садится на метлу и Примерно так это и происходит. Говорят, ты еще метаешь ножи. Да, иногда. Успокаивает? Да, очень. Просто периодически выходим с мужем, берем пневматику, берем метательные ножи. У меня еще там сюрикен завалялся из прошлой жизни. Вот. Ну и просто на раз 15-й там я начинаю разговаривать. Потом... А теперь поговорим об этом. А что ты себе представляешь в этот момент? Ничего. Вот знаешь, просто полностью пустая голова. И когда стреляешь тоже. То есть вот просто вот есть эта мишень, я принципиально стреляю только по мишени, потому что я охоту не приемлю и не люблю, если только это не национальный промысел. Ничего, пустая голова. Вот тебе надо вот просто вот это вот планомерно. Бах, бах, бах. Сброс такой негативной энергии. Чтобы заполнить ее какой-то позитивной, надо сначала негативную выпустить. Потом такая звенящая пустота. Да. Ну вот сначала тебе просто надо вот там, не знаю, там, отстреляться, отметаться. Ну, ножи в этом смысле, кстати, даже больше помогают, потому что того, что физически там требуется. Да, больше концентрации. Когда и где ты этому научилась? Да еще в юности. Там еще там в школе еще. Ну, это абсолютно не бьется с твоим романтическим образом. Вообще я не понимаю, как он стал романтическим, и в какой момент мне вообще не очень понятно. Я себя никогда так не ощущала, хотя вот даже я там смотрю, там у меня вот помощница, которая там, ну, не очень давно меня там знает, там года 3-4, то есть кто-то там не знает меня там со студенческих лет, да. И вот это тоже, что, камон, ребят, да кто вам вообще говорил, что я там, не знаю, спокойная, мирная и тихая? Я вообще такого никогда про себя не говорила. Следователи, прокуроры. Первые, кто могут рассказать, что я не спокойная, не мирная, не тихая. Ну, они знают, что ты метаешь ножи и неплохо стреляешь? Я просто никогда про это не говорю. Это может быть воспринято как угроза. Ну, а где вот ты настоящая? В таком строгом костюме или вот на байке с металлом в ушах? То есть у меня, когда на парковку в офисе заезжаю, у меня охрана знает, что это я заезжаю, потому что просто музыку слышно из машины, которая... Только вы так ездите. Костюм – это скорее... Да и то, видишь, я в джинсах сегодня. Ну, конечно, приятнее там ходить в рваных джинсах и футболке, безусловно. В тот момент, когда тебе мама сказала, что, может быть, лучше нотариусом, это была история про гендерное неравенство? Нет, скорее мама хотела просто какой-то более спокойной работы для меня. Может быть, такой, которая более стабильная, менее энергозатратная. Хотя у меня родители из бизнеса, да, то есть они там всю жизнь, люди, которые сами там зарабатывали все деньги. И она понимала, что это непросто. Работать самому на себя. Это могут быть риски безденежья, неуспехов, а тут еще и адвокат по уголовным делам. Для обычного человека следственный изолятор, да, тюрьма, да, суды, будут какие-то преступники, да, то есть как-то ей это казалось просто сама по себе не очень приятной работой. Адвокатура, она такая очень гендерно равная. У нас огромное количество женщин-адвокатов. Хотя я вот даже помню, встречала такое еще, будучи помощницей, когда одна из доверителей сказала: ой, вы знаете, я бы все-таки предпочла, чтобы адвокатом моего мужа был мужчина, все-таки уголовное дело. Но это я встречала, один раз, может, два за всю историю. Когда ты защищаешь жертв домашнего насилия, сталкиваешься ли ты с тем, что тебе говорят: не, конечно, вы все женщины друг друга защищаете? Да, конечно, да, бывает, часто. Но это обычно говорят следователи, мужчины, полицейские, да, конечно, они периодически там. Но у них же есть обратная история, когда они со своей мужской солидарностью начинают помогать человеку, совершающему насилие. У нас, например, регулярно бывает, когда полицейские намеренно говорят, когда они вызовут на опрос потерпевшую. Говорят: я думала, они помирятся, я же не знала, что он нее снова нападет. Не надо забывать, что все эти стереотипы, мифы о домашнем насилии, они в полицейской среде и среди органов такие же живучие. Сама виновата. Сейчас он ее еще раз прессанет, может, заявление заберет. У нас регулярно просто бывает, когда такое тотальное преследование после расторжения отношений, когда этот мужчина пытается эту власть вернуть, он начинает активную женщину преследовать. И стоит только полицейским узнать адрес своего местонахождения, день-два жди. Это причем во всех регионах, это практически везде. Сливается информация тут же. Поэтому у нас сейчас просто в проекте правила. Мы не сообщаем сотрудникам полиции фактическое местонахождение.
Консорциум женских неправительственных организаций, я выговорила это. Что это такое? Это всероссийская сеть женских организаций. И зачем это надо? Изначально поддержка женщин, борьба против дискриминации в отношении женщин, за равные права. В основном изначально работали в сфере труда, в 90-е в политической сфере, ну и уже потом в сфере домашнего насилия. Вот уже, наверное, когда я пришла. Россия и СССР – это, наверное, главные в мире страны, где дискриминации практически не было. То есть женщина могла делать все, я говорю по части труда, и пахать, и летать, и все, что хочешь. И мало того, женщин было всегда ощутимо больше, потому что, значит, мужчины исчезали на войнах и в лагерях. И женщинам доставались все работы, о которых они даже, наверное, и не мечтали. Как получилось, что к началу 21 века Россия оказалась не в авангарде вот этой вот истории гендерного равноправия? Советский Союз, конечно, начал бодро. И действительно, женщинам одним из первых в Советском Союзе дали равные права с мужчинами, право голосовать. Многие европейки получили его только в середине прошлого века. И это ведь основное, первые права – это политические права. Швейцарские женщины получили право голосовать, по-моему, в 60-х или 70-х годах прошлого века. Поэтому, с одной стороны, это стало такой основой для того, чтобы женщины в Советском Союзе и потом впоследствии России имели тот статус, который они имеют, а с другой стороны, это стало такой нишей для того, чтобы отрицать существующее неравенство в положении вещей. Да, женщины имеют равные права, но у них неравные возможности реализации этих прав. Начиная от права на труд, и в Советском Союзе был список запрещенных профессий, но вот после 90-х он увеличился. Женщинам недоступны военные, кстати, должности многие. То есть вы можете быть медсестрой или даже, может быть, радисткой условно. Но вот быть где-то генералом далеко не везде. То есть это ограничения такие трудовые. Неравенство в оплате труда. До 30% меньше оплата труда женщин, чем мужчин на тех же самых должностях. Насилие, домашнее насилие, там тоже у нас почти 90% потерпевших – это женщины. И это то, как вот это неравное положение женщин в обществе сказывается. Но при этом мы постоянно говорим, ведь мы дали всем равные права. И все, и все, вот мы дали равные права, и на этом история закончилась. А в какой момент вот это вот преимущество этой территории, просто тут сложно говорить Россия, это была СССР, или еще что-то, в какой момент преимущество вот этой территории оказалось недостаточным для того, чтобы и дальше быть в авангарде? Мне кажется, после 50-х годов где-то как раз. Когда европейки активно боролись за свои права, они поднимали все те вопросы, которые, как казалось, женщины разрешили в Советском Союзе. А потом они пошли дальше, а нам все кажется, что мы все решили. То есть они потом даже стали говорить о праве женщин избираться и быть избранной на равных основах. Например, равное участие в политических партиях, списки партийные, избирательные списки партийные должны обладать квотами на женщин и прочее, прочее. Они шли дальше, они показывали факторы, где это неравенство существует, а мы все говорим, у нас у всех равные права. Я бы вообще не хотела, чтобы меня взяли в партию на основании квотированного участия женщин в политике. Да, это очень спорный вопрос. В некоторых странах этот вопрос выстрелил. Это же временные меры поддержки. То, на чем очень многие страны, не только европейские, вытягивали женщин из этой ямы дискриминации. То есть такая временная мера, которая работает для того, чтобы сгладить неравенство, потом оно просто отменяется. Это одна из историй, но, по крайней мере, они об этом говорят. О политическом представительстве. У нас сколько процентов женщин в Думе, сколько у нас процентов женщин в Совете Федерации? С чем это связано? А сколько, кстати, ты знаешь? В Думе меньше 13%. То есть это совсем такое незначительное меньшинство. Хотя у нас половина женщин. Как так получилось, что, имея равные права, мы оказались неравно представленными в высшем законодательном органе? Хороший вопрос. С чем он может быть связан? Отсутствие власти, отсутствие ресурсов, женщины беднее. У нас феминизация бедности идет с 90-х годов. Женщины первые, кто начинает беднеть, потому что чаще всего у них время, это дети. У нас 30% женщин воспитывают детей в одиночку. Плюс еще вот эта идея, такой сексизм в обществе, который все равно существует, такой бытовой, женщина не может условно управлять автомобилем, играть в политику. Это все постепенно, шаг за шагом. Вот эта структура неравенства, она так и работает. Вот все по капельке. И
Постепенно вот эти идеи, они что же сидят в голове? Дело женщины что? Дом и семья. Вот эта традиционная семья. Что это такое? Женщина отвечает за дом и семью, мужчина за общение с внешним миром. Так это вот традиционная семья, которая у нас в скрепах подразумевается? Я полагаю. Но изначально традиционная семья, там мы можем посмотреть труды той же Айвазовой на эту тему, других ученых, это женщина, отвечающая за внутренний мир семьи, мужчина, отвечающий за внешний. Соответственно, женщина не выходит во внешний мир без права отца или мужа впоследствии. Это то, как исторически это складывалось. Как оплачивается работа адвокатов по домашнему насилию, которые помогают женщинам выбраться из этой сложной ситуации? Наш центр в основном сейчас существует на пожертвования. В июне у нас заканчивается последний президентский грант. Вы еще и президентские гранты получаете? Да, у нас было такое. Сомневаюсь, что мы получим его снова, особенно после прошлого года. Но суть в чем? К нам поступает в год под 1000 обращений от женщин. Основная часть обращений – это просто консультации. У нас есть адвокаты, которые просто консультируют. И когда мы видим какое-то дело, которое невозможно решить с помощью консультации, нужен человек в опасности, нужно представительство, мы в регионе ищем ему адвоката. И его работа оплачивается. Конечно, я понимаю, что по сравнению с рынком наш проект всегда оплачивает значительно меньше, чем обычно рынок оплачивает адвокат. Потому что все-таки юридическая помощь, она не дешевая. Но у нас сейчас адвокатов больше сотни, которые работают с большим для нас дисконтом, с большими скидками, именно потому что они тоже понимают, зачем мы все вместе это делаем. И мне кажется, здесь прям важно. То есть я же не одна. Со мной целая группа прекрасных специалистов. Многие из них специалисты в своих областях в 100 раз лучше меня. И это действительно такое большое комьюнити юридическое, которое сложилось, которое начинает, причем и мужчин, и женщин. А за чей счет существует центр? Сейчас это краудфандинг. То есть, грубо говоря, с июня месяца мы только на краудфандинге. И это, конечно, сложно, потому что у нас те дела, которые мы набрали, та сотня дел, она-то продолжает идти. Стараемся на краудфандинге выдерживать. Сколько вам нужно в месяц? В месяц, общая часть проекта где-то 1 миллион в месяц на всю страну. Да. Около миллиона. Весь проект годовой примерно 12 миллионов. Сколько у вас сейчас есть? Собирается, к сожалению, 250, вот так вот. Очень плохо собирается на эту тему. Почему? Во-первых, сейчас у всех пожертвования упали, да. Понятно, экономический кризис тоже грядет, а эта тема все равно еще в обществе, не совсем однозначная. Понятно, на проживание собирать, на питание собирать, а тут на каких-то юристов собирать, да. Что? А это не чересчур ли, ребята, да? Не роскошь ли иметь своего адвоката? А ведь это же не про роскошь, это правда про безопасность. Чтобы понимать, приходит человек, она уже даже, может, это заявление в полицию написала, ничего не происходит. Она бегает из этой квартиры в квартиру, из кризисного центра, а ничего не происходит. Наша задача правовыми путями сделать так, чтобы насилие прекратилось. Это первая задача. Потом уже привлечь его к ответственности, добиться для нее восстановления по здоровью и так далее, и так далее, и так далее. Компенсации морального вреда и прочего. Но первое – это про безопасность. Что ты считаешь, наверное, самой важной своей миссией сейчас в России, когда после всех событий ты осталась и продолжаешь работать? Мы делаем то, что мы должны делать. То есть мы боремся с насилием в семье, насилием в отношении женщин. Будем это делать дальше. Будет ли сложнее? Безусловно. Потому что если вы активно открещиваетесь на самом высоком уровне от основных принципов прав человека, а у нас вся система на этом стоит, то есть это базис, да? И для домашнего насилия, даже элементарно, для любого спора ЖКХ это базис. Как это все будет действовать дальше? Законы есть они сегодня, да? То есть мы как-то по ним пытаемся работать. Изменится ли представление судей о том, как эти законы применять? Вполне вероятно. Потому что одно дело, когда у тебя государство, например, говорит, мы все активно боремся с домашним насилием. И тебя судья такой смотрит на дело. Да, мы же все активно боремся с домашним насилием. То есть у него это в голове сидит. И другое дело, когда тебе государство говорит, только традиционное представление скрепы и прочее. А у многих в голове сидит, что домашнее насилие – это часть этих скреп. Потому что это про право. Очень сильно зависит от мировоззрения правоохранительных органов. То, как вообще право применяется. Но, с другой стороны, например, когда я начинала, еще не было никаких решений европейских судов. Еще про эту тему особо никто не говорил, воспринимали как маргинальную. В деле Ирины Петраковой, когда я судье раскладывала, почему эта вся история, это не про то, что он ее побил 23 раза, а это все вместе надо рассматривать. Не отдельный каждый случай сам по себе вдруг неожиданно возник, а то, что это система.
Вот. И про то, что такое домашнее насилие, как на нее смотрит там комитет ООН и так далее, и так далее. Я помню, что вот этот взгляд судьи был такой, что девочка, ты, похоже, бредишь. Бредишь раз, бредишь два, потом смотришь, а тут уже в приговорах такое пишут. И сегодня, когда я захожу в суд, все равно, да, когда я говорю, что, вы знаете, вот у нас есть ситуация домашнего насилия, и там вопрос, допустим, наказания, это вопрос в том числе обеспечения безопасности потерпевшей. Конечно, уже совершенно по-другому даже правоохранительно воспринимается. А как быстро вы можете откатиться назад со всеми этими достижениями? Я думаю, уже покатились. Как быстро вот щелкнет, не знаю. Непредсказуемо, но может вот схлопнуться в раз. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость? Милосердие. Сказал адвокат. Милосердие, безусловно. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Где мы с тобой увидимся через год? Хотелось бы в Москве, но гарантий таких нет. Пусть будет в Москве. Это будет означать, что все не так плохо на самом деле. А вариант, что пусть будет в Москве и будет Госдума принимать закон о домашнем насилии, то есть ты о таком ты даже и помечтать не можешь? Ну, это будет звучать совсем как сказка. Вот я сейчас сама про себя слушаю, думаю, да, очень оптимистично. Очень. В ближайший год я не жду каких-то хороших результатов. Я говорю, я не исключаю, что мы с тобой в следующий раз встретимся в Ереване где-нибудь, понимаешь? Ладно, хоть не в Бутырке. Хотя... Фу-фу-фу, да. Знаешь, как у нас тоже это шутки адвокатов за 300, да? Мне нельзя в тюрьму, я шить не умею, понимаешь?